канале Дубль 2. Меня зовут Галина. У нас сегодня в гостях Артем. Это человек, который профессионально занимается авторынком в Сербии, с которым я вас уже немножечко познакомила, так косвенно. Он нам помог подбирать машину, которую мы в результате не купили, потому что Артем сказал, не стоит ее покупать. Да, всем давайте, привет. Да. Приветствую, меня зовут Артем. Собственно, я занимаюсь ремонтом и подбором автомобилей в Сербии. Да, а вы вообще давно переехали? Можно на ты, да? Пожалуйста. Я переехал 3,5 года примерно сюда назад. Соответственно, я этим занимался и в России долгое время. Приехав сюда, у меня не было вопросов, чем заниматься, потому что я этим, по сути, занимаюсь всю жизнь, поэтому изначально пытался здесь как-то в этом себя проявить. Изначально я работал в сервисе у сербов механиком. Собственно, после этого открыл свое дело, начал заниматься ремонтом и подбором. То есть сейчас у вас свой автосервис уже? Да. То есть есть опыт работы в сербском автосервисе, да? И уже теперь свой еще бизнес. Понятно. Чем вообще, в первую очередь, хочется спросить, чем отличается вообще авторынок России и Сербии? Есть какие-то существенные различия? Есть, да. Здесь в основном любят дизельные автомобили, любят французские автомобили, что в России совсем наоборот. То есть, если взять, к примеру, среднестатистический рынок, то в России это японцы, корейцы, бензин, автомат. То здесь это французы, немцы, дизель, механик. А дизель все-таки почему больше выбирают? На самом деле тут очень спорная ситуация между дизелем и бензином. Дизель теоретически дешевле с расходом топлива. Но как раз таки в эксплуатации и в ремонте он намного дороже. То есть дизель позволяет ездить в кредит, но потом, когда что-то ломается, это оплачивается X3 цена, грубо говоря, что выплатилось от бензина. То есть на начальном этапе, если машина в хорошем состоянии, расходы меньше на автомобиль, но в конечном итоге, грубо говоря, эта кривая где-то складывается плюс-минус в одно и то же. А стоит, получается, дешевле дизель или дороже? С бензином, например. По цене топлива вы имеете в виду? Дизель дороже. Дизель дороже? Да. Сейчас стоит 217 динар дизель и 191 бензин. То есть его расход просто меньше? Да. И в обслуживании потом, если это не новая машина, то получается, что невыгодно. В обслуживании, если мы берем какой-нибудь малый сервис, то есть замена масла, фильтров, одно и то же, но просто в дизельном автомобиле топливная система очень дорогая в ремонте. Это касаемо форсунок, топливного насоса. Все очень сильно зависит от состояния автомобиля. То есть, если автомобиль в хорошем состоянии, он еще, если это продиагностировать, он проедет еще какое-то время, это будет дешевле на том периоде, пока с ним все хорошо. То есть, если же у него что-то сломается, особенно что касаемо топливной системы, или также в дизеле есть система ЕГР, это, как правило, всегда турбомоторы, то есть у них есть ДПФ-фильтры, сажевые фильтры, они забиваются, в общем, если дизель начинает быть проблемным, то это сильно дороже в сравнении с бензином. Я так сижу, киваю, что я понимаю. В общем, если вы не особо разбираетесь в машинах, вот как я, например, да, то есть мне нужна машина, но я не понимаю нюансов, как выбрать, то вот к Артему можно обратиться, и человек профессионально занимается, разбирается во всем этом, имеет свой автосервис, и это не реклама на моем канале, но как человека, к которому мы уже обратились тоже сами и поняли, что это необходимость при покупке машины, к специалисту обратиться, потому что, мне машина понравилась, я прям готова была ее уже купить, но оказалось, что вообще не стоит, потому что, как Артем сказал, что вы не будете на ней ездить, а будете ей заниматься, то есть, а зачем брать такую машину? Поэтому, тем более, что
в Сербии не все понятно, да, вот русским, когда приезжают, как бы не все сразу ясно. То есть куда смотреть вообще, какую машину брать, в каком они состоянии бывают. Я вот слышала, что здесь такой бизнес развит, как пригоняют машины из Европы. Да. Здесь их как-то доводят там до ума, там что-то с ними делают, там подшаманят, потом их выставляют на продажу, да. И слышала, что зачастую это бывает не самое лучшее качество. То есть такие машины. А это как определить вообще? Это внешне как-то можно или только нужно смотреть? Внешне это определить нельзя, но здесь касаемо автоплатцев, то есть они же автосалоны, которые привозят из Европы машины, они никогда не делают, не доводят его до идеала. Они делают так, чтобы она бросалась в глаза, была красивой, собственно, и все. Вот. И опять же, сами сербы, у них немножко другой подход к автомобилям, то есть им главное, чтобы она красиво выглядела и мотор тихо работал. Остальное они даже и не смотрят. То есть у сербов такой более потребительский подход, чем нежели у русских к покупке автомобиля. Вот. Как правило, эти продавцы, они покупают немножко битые машины, либо же автомобили с большими пробегами в Европе, привозят сюда, скручивают пробеги, накрашивают губки и продают. Это не значит, что все автомобили такие, которые продаются на плацах, но как правило. То есть я думаю, в районе 80% таких автомобилей здесь продается. Есть исключения, есть плацы, которые продают более честные автомобили, то есть они покупают чуть дороже, зарабатывают на этом меньше, но продают лучшие автомобили. Либо же, что касаемо привезенных автомобилей, если брать не плацы, как правило, чаще попадаются хорошие автомобили, это частники, которые привозят там 1-2 машины из Европы, сами ее доводят до ума и продают сразу же, либо же я много встречал, что человек привозит из Европы себе машину, доводит ее до ума, ставит ее на учет, год на ней катается и продает. То есть такие автомобили, поскольку он берет под себя, либо же частник, он берет один автомобиль, соответственно, более детальный подход к нему, он там, грубо говоря, совесть ему не позволяет купить прям какой-то отстой, вот, и, соответственно, в этом плане, как правило, попадаются автомобили лучше, но в любом случае нужно смотреть, нужно проверять, каждый автомобиль осматривать, то есть раз на раз не приходится. В любом случае нужно диагностировать автомобиль. А документально это как-то вообще можно узнать? Вот частник или это компания, где это прописано вообще, как понять? Это сразу видно, то есть либо это автоплац, где 20 машин стоит, либо же это ты приезжаешь к человеку домой, он говорит, вот у меня одна машина, я ее, привез с Европы на продажу, вот она у него во дворе стоит, грубо говоря. Ну, а частник же может тоже на автоплаце выставить свою машину? Да, у них есть, у плацев есть комиссионные услуги, но, как правило, они продают сами, потому что им это не очень будет выгодно, поскольку, я уже повторюсь, что когда частник привозит автомобиль, ему, наверное, совесть, что ли. Опять же, разные люди бывают, но, как правило, он привозит автомобиль лучше, чем закупают плацы по 10 автомобилей и везут сюда камионом его, соответственно, всякие абсолютно разные. И они стоят, продаст, нет. Как бы для него это одна машина, это весь его капитал, который он должен сделать и реализовать. В случае с плацем это менее, скажем, такой детальный подход к этому автомобилю будет. А где размещают частники тогда объявления свои? Если не ходить по плацам, не искать В Сербии, можно сказать, всего один сайт для продажи автомобилей, это половня автомобилей. То есть только там он один, самый большой, основной, как Авито, наверное, у нас в России. А там только частники или плацы там тоже могут размещать? Абсолютно все. Абсолютно все. То есть все равно нужно как-то выяснить. Вот я пытаюсь понять, как это выяснить, частник или плац? Это видно, на самом деле, там есть кнопочка, можно посмотреть все объявления продавца, и можно нажать, и у него видно, либо у него одно объявление, либо 10. Также по фотографиям видно, либо машина стоит где-то во дворе, либо же она стоит на плаце, потому что автосалоны, они, как правило, фоткают свои машины там же в автосалоне. Ну, естественно, при осмотре точно так же приходишь, либо как бы плацы не будут заморачиваться с тем, чтобы подогнать куда-то машину, там ее продавать или что-то с этим делать, поскольку
поскольку она еще без номеров, на ней ездить нельзя. В общем, и это, то есть это не мошенническая схема у них никакая. Они, это работа, и сербы это покупают абсолютно нормально. Поэтому вот они существуют. Ну мы такие из России. У нас это сложное мышление у всех. Кстати, да, вот сербы даже вообще удивляются. Говорят, вы так заморачиваетесь вот по любому поводу. Ну да, мы из России, мы так привыкли мыслить, более сложно. Поэтому мы заморачиваемся, да. Нам хочется подобрать машину, чтобы на ней кататься, а не потом локти кусать, что вот как бы, да, деньги отдал, там, ну, зачастую людей не так много, там, последние отдают, а потом вот страдают. Поэтому вот обращаемся к специалистам. Такой вопрос, вот наверняка знаете по ценам, ну примерно, ну скажем, такой бюджетный вариант машины, то есть вот человек переехал сюда, и ему нужны колеса, да, то есть нужно ездить, что-то возить, там не новенькое и не совсем старое, там 15-17 год. Какую машинку за какой бюджет можно купить? Тут на самом деле все очень сильно зависит от потребностей человека, то есть кардинально, я бы сказал. Но если мы возьмем какой-то среднестатистический, наверное, потребность, это езда по городу и иногда выезжать на трассу. То есть возьмем какой-нибудь там хэтчбэк на механике, скорее всего в Сербии это будет опять же дизель, потому что их просто больше, все ездят на дизелях, их 80% на дорогах это дизеля. Ого, 80%? Да, примерно в этом. Может 75, но сильно выигрывает в отношении к бензину. Вот. Распространенный какой-то автомобиль, там какой-нибудь Volkswagen Golf или Citroёn C3, к примеру, то, я думаю, можно рассчитывать от 7 тысяч евро и выше. Это будет автомобиль в хорошем состоянии с небольшим пробегом, там до 200 тысяч километров от 2015 года, 15-18. Вот. От 7 тысяч евро я бы сказал, там 7-8 и, соответственно, выше. Вы можете рассказать, вот у вас, в принципе, у самого, какая машина, чем вы пользуетесь? Как специалист, что вы выбрали себе? Да, я езжу, у меня японец, Mazda 6 на дизеле, 2 литра дизель механик. Соответственно, выбор был простой, потому что японец есть японец. Как бы в Европе здесь не любили европейские автомобили французов, немцев и так далее. Японец тем все равно будет практичнее. Вот. Здесь он намного, прям на порядок дороже в обслуживании, но он как бы меньше ломается. Если вот. с Россией, да, сравнить? Нет, я имею в виду вообще образно, то есть неважно, Россия здесь, я имею в виду, что японец вообще, да, с европейским каким-то там Peugeot или Citroёn будет ломаться в 3 раза меньше, грубо, чем европеец. Вот. Соответственно, поэтому я выбрал японца, Mazda 6. Вот. У меня в семье есть еще у моей девушки электромобиль, вот, поэтому я по подборам езжу в основном на нем. Получается сильно выгоднее, чем ездить на бензине или дизеле. Вот. Прям примерно в 3 раза. А про электромобиль прям вот очень интересно. Вот множество вопросов сразу. Во-первых, сколько они примерно стоят? На самом деле все очень сильно, то есть электромобили начинаются в Сербии от 5000 евро и выше. Вот. Все очень сильно упирается в объем батареи, потому что, допустим, за 5-7 тысяч евро это будет автомобиль с небольшой батареей, там, к примеру, с дистанции, как-то сказать на русском, ну, сколько он может пройти на одном заряде. Это будет до 150 километров примерно, что по трассе уже не очень комфортно получается, если ехать куда-то на дальние поездки. И если мы берем и городской, и трассовый автомобиль, чтобы он подходил и для города, и для трассы, тогда это нужно считать 10+. Я думаю, лучше 12-14. Это начальная цена, с которой можно войти и получить электромобиль и для трассы, и для города. Там уже будет 300+ запас хода. Соответственно, можно поехать куда-то уже на дальние. Зарядки здесь
есть примерно на каждые 50-70 километров быстрые зарядки, то есть они заряжают его примерно за полчаса там, от 10% до 90%. Ну, вот, и, соответственно, есть еще 300 километров, чтобы проехать. Ну, вот, как бы я в первый раз с электромобилями столкнулся в Дубае, я работал в Дубае. Также я там был главный автомеханик, я столкнулся там с Теслами. Я, во-первых, их обслуживал, поездил я на них и понял, что пока что это очень сильно недооцененно в нашем мире вообще. Но я думаю, что лет 5 и электромобилей на дорогах станет сильно-сильно больше. А насколько Сербия к этому готова вообще? Как в плане зарядок? На самом деле в этом плане Сербия как раз-таки только-только развивается. Европа уже более-менее, то есть в Европе, к примеру, и бесплатные там для электромобилей в некоторых странах и бесплатные дороги сделаны, ну, то есть платные, но для электромобилей они будут бесплатные, бесплатные зарядки, то есть и здесь они есть, там на выезде из Ниша есть бесплатная быстрая зарядка, то есть приехал, подключился, бесплатно зарядился и едешь дальше, вот, то есть на автопуте их также есть там примерно. Ну, и они какая-то бесплатная, какая-то платная, но бесплатные примерно каждые 150-200 километров. То есть это государство так поддерживает, да, чтобы приобретать? Да, государство старается сейчас это вывести на новый уровень, потому что это более экологично. Я думаю, для государства это самый главный как раз-таки фактор, почему они так это продвигают, что из-за экологии. Вот. И в регистрации, к примеру, то есть у нас в Сербии в автомобиле есть регистрация. Она включает в себя страховку, техосмотр, налоги все и так далее. Ну вот все это вместе называется регистрацией. И, к примеру, там на обычную бензиновую или дизельную машину, там 2-литровую, к примеру, возьмем, она будет стоить там 42-45 тысяч динар в год. В то же время как электромобиль будет стоить 20. А вот насчет регистрации чуть-чуть поподробнее можно? Вот, например, мы выбрали машину, да, там, готовы ее приобрести, купить. Что дальше вообще? Какие телодвижения совершаются дальше в Сербии? Тут очень все сильно зависит. Либо же машина уже зарегистрирована и она на ком-то оформлена, либо же она привезенная. Если автомобиль уже зарегистрирован, то есть кто-то на нем здесь ездил, то в этом случае составляется договор купли-продажи. Покупатель и продавец идут к нотариусу, заверяют этот договор. Соответственно, все, дальше покупатель оплачивает налог на переоформление, он так называется. Если машина на номерах Ниша, к примеру, то только один налог. Вот, и налог на новый техпаспорт. Если машина на номерах другого города, то номера нужно менять, там еще один налог оплачивается. Ну, в среднем... Если номера местные, то они вообще не меняются? Да, можно их поменять, но смысла нету, да, просто поменять номера стоит 5000 динар. Как бы, если они на низких номерах, то, я думаю, смысла их менять абсолютно нет. А вот этот налог, какая стоимость, знаете? Они считают от стоимости от каталожной стоимости автомобиля, от экологического класса, то есть там много факторов, от которых они считают, но в среднем взять, к примеру, какую-нибудь машину там 2015 года с объемом 1.6, а в среднем это будет в районе 100 евро, 120, то есть от 10 до 15 тысяч динар этот налог, то есть он называется порез на пренус абсолютных права, это по сути налог на переоформление, то, что владельцем становитесь вы. Ну, так же, как и квартиры, да, когда покупают, да. там тоже переоформление идет, такой же налог оплачивается, ну, наверное, по цене там другой налог, я точно не знаю. Так, расход, значит, налог, а еще какие расходы? Вот, если она уже зарегистрирована и на номерах, то этот налог, потом и налог на замену техпаспорта, он, по-моему, в районе 3000 динар. Точно не помню, в этом районе, в районе 2-3 тысяч динар. Если же еще вдобавок меняются номера, то есть вы купили, к примеру, машину в другом городе, то это еще плюс 5, соответственно. Вот. Если же машина привезенная из Европы, то есть она еще не была ни разу зарегистрирована в Сербии, в этом случае нужно сделать
технички преглит, он же техосмотр, ну и она же то есть полностью всю регистрацию. Вот, как я уже сказал, что это в среднем стоит там 40-45 тысяч динар для автомобиля с объемом 2.0, то есть у них это все тут регулируется по объему двигателя. Там на мотор 1.6 будет примерно в районе 34-35 тысяч динар регистрация. Соответственно, платится только регистрация и новые номера с техпаспортом. Все. То есть нету этого налога на переоформление, но платится регистрация, поскольку она не зарегистрирована в Сербии еще. То есть если она местная, то вот этот технический пригляд не нужно, да, делать? Если только он не закончится. Нужно, да. Там есть какие-то... Насколько он на год делается? Да, на год. Пригляд. То есть это техобслуживание, да? Да. Чтобы понятно Проверяют было. техническое состояние автомобиля, то есть там, как правило, самое основное, сверяются все номера, номер мотора, номер кузова, проверяется ручник, тормоза, у них есть специальный стенд, они его загоняют, проверяют, насколько хорошо держит тормоза, держит ручник, нет ли у них разнобоя между колесами. Вот. Куча мелочей еще там проверяют. Стеклоподъемники, даже закрываться она должна, если есть функция закрыть ее с ключа, она должна закрывать все. Да. Проверяют экологию, насколько выбросов у нее, вот, СО-частиц. Соответственно, вот, они проверяют абсолютно все. А потом собственник вот уже приобрел машину, ему дальше раз в год так и нужно делать, да? Да. Клеится наклейка на лобовое стекло, там написана дата, до какого он действует. Соответственно, его можно начинать уже делать, то есть по закону, когда остается менее 30 дней. То есть, грубо говоря, там, на 29-й день до окончания можно уже прийти, сделать техосмотр, он его пройдет, вы сразу все оплатите, даже получите уже новую наклейку, просто в новой наклейке будет писать дата там, через месяц. И когда она у вас закончится, вы старую отклеите и новую уже наклеите. А если просрочили, какие проблемы будут? Если просрочился техосмотр, ездить на ней нельзя. Это штраф. Там по срокам, по-моему, если меньше месяца, 10 тысяч динар штраф. Если больше, по-моему, 20, в общем, там как-то они идут, я точно не помню, какие штрафы за это. Вот. Либо же, если, допустим, прошел техосмотр и прошло более 2 месяцев после окончания техосмотра, тогда сгорают номера. То есть после этого нужно будет опять получать новые номера, поскольку после 2 месяцев сгорают номера. Понятно. Так вот, ваше мнение просто вот вкратце, в принципе вообще, какие самые такие распространенные проблемы у машин в Сербии? Сложно сказать. Это на самом деле такой очень плавающий вопрос. Нельзя сказать, что, допустим, ломается это и это. Ломается абсолютно все. То есть нельзя отметить что-то особое. Климат у нас примерно, что Россия, что Сербия, плюс-минус одинаковый. То есть нет, допустим, как в сравнении с Дубаем, тем же самым, где все рассыхается. Я бы поспорила насчет климата, но вот откуда вы родом, вы там, Ставропольский край, да, согласна, что климат одинаковый. Да. Вот. А с другой России, наверное, да, сильно отличается. Да. Отличий я бы не сказал, что есть какие-то в поломках, почти нет. То есть ломается абсолютно все, там, начиная от А до Я. Но мне кажется, что здесь вот практически нет проблем с кузовом, да, то есть они такие вот из-за того, что нормальный климат. Да, здесь не ржавеют автомобили, даже те, которые ржавеют за год в машине, в России, то здесь такого нет. Здесь дороги посыпают, но редко, либо же у них немного другие реагенты, в общем, с этим проблем здесь нету. Но здесь есть другие проблемы, я встречал. Я думаю, что здесь как раз-таки более сильная жара летом, там до плюс 45 прошлым летом было. Если заметите, много машин есть с выцветшим лаком. То есть у них выцветает лак, пятна. Это, кстати, в основном будут либо итальянцы, либо французы, то есть Fiat. То есть здесь своя проблема появляется. Да. От сильной жары, от солнышка. Понятно. И такой вопрос, может быть, немножко он что это же будет? Чисто женский. Здесь существует зимняя резина?
Шипованная, как в Шипованная России. запрещена по закону. А, так. Шипованную резину, собственно, здесь вообще и нигде и не купить в Сербии. То есть Вот. она без надобности просто, поэтому, да? Или... Да, здесь она не нужна. Ну, может, точнее, иногда там один раз в год она будет нужна, но она запрещена по закону. Здесь есть обычная липучка, зимняя резина. Вот. А если вы собрались куда-то ехать, к примеру, там, в горы или где будет там сильный минус, много снега или льда, то здесь там стоят даже, к примеру, тот же самый Каполоник, это гора здесь, горнолыжный курорт недалеко. Вот. Там при въезде, когда поднимаешься по серпантинам, стоит знак, что без цепей нельзя. И в зимнее время полиция это проверяет, они не пустят, если не будет цепей. То есть обязательно должны быть цепи, они должны быть на колесах, нужно одевать и ехать дальше на цепях. Ну, то есть я почему спрашиваю, понять, вот к зиме здесь так не готовятся, да? То есть не надо Не готовятся, переобуваться? все в основном ездят на всесезонки. Ага. Понятно. Ну, То есть тут, по сути-то, и снег выпадает 3 да, раза да. в год. Мне просто было интересно, как вот именно, что различие с Россией, как здесь ситуация. То есть в России там все это, начинается период, когда надо прям срочно переобуваться всем. То есть здесь такой проблемы не существует. Всесезонка и все. Ну, ответили на очень много вопросов. Спасибо большое. И я теперь стала там в чем-то более соображать. Вот. Если интересна эта тема зрителям, пожалуйста, пишите вопросы. Мы обязательно будем снимать дальше ролики с Артемом. Вот, потому что мы еще не купили сами машину. Мы к нему будем обращаться обязательно за помощью, чтобы он нам также еще подбирал дальше машину. Вот. И кому интересно, я уже говорила, что у меня есть ссылки там на телеграм-канал, можете написать свои вопросы, и мы Артему обязательно их озвучим. Вот. Всем пока. Спасибо, Пока-пока. Артем. Рад был ответить на все интересующие вопросы, да и помочь, соответственно. Вот. Если какие-то вопросы будут по автомобилям, обращайтесь, я, конечно же, помогу, подскажу, все, что знаю, расскажу. Собственно, вот. Спасибо. Всем пока.